Всем привет, здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, болельщики, любители тяжелой атлетики. Я сегодня с необычным текстом. Сегодня, наконец-то, тот последний день моего заключения под стражей. Сегодня 27 число, апрель. Мне недавно исполнилось 30 лет, 17 апреля. Спасибо большое всех, кто меня поздравил, мне было очень приятно. В этот день меня поздравило гораздо больше людей, чем обычно. Ну, наверняка из-за того, что я немножко благерю. Вот. Но у меня на душе двоякое чувство. С одной стороны, я очень рад, что заканчивается все, что произошло. А со второй стороны, я еще не до конца уверен, что эти ребята меня по-настоящему отпустят, потому что за последнее время увеличился тотальный контроль за мной. Короче, не знаю. Я вам скажу так. Если этот ролик выйдет, значит, у меня все хорошо. Если этого ролика не будет, то не будет вообще их. Вот, потому что ходят очень и очень часто и достаточно жестоко проверяют. Вот, ну, все равно, что я хочу сказать по тому, что произошло за эти 2 года. Это было для меня такие самые страшные 2 года в моей жизни, потому что мало того, что я сидел на домашнем аресте, я знал, что у меня дело находится на особом контроле. Не знаю почему, я думал, что в самом начале у меня вообще будет какое-то снисхождение, но вы видели сами, что меня эти ребята даже не выпустили на соревнования, что было ударом не под дых, а в пах. Вот. Что я хочу еще сказать. Просто оценивая все происходящее, что происходило за эти 2 года именно с этими ребятами, я хочу сказать, что это было очень жесточайшее испытание для меня, потому что каждый день постоянно был прессинг такой, что даже просто перечисляя те нарушения, которые мне выписали эти ребята, из-за которых я мог попасть в тюрьму сразу же на год, понимаете? Зная, что мне дали 2 года тюрьму, домашнего ареста, и что если у меня будет нарушение последнее, целый год был последний, я попаду еще на год в тюрьму, это просто вся эта мысль о этом дерьме меня сводила немножко с ума. Тем самым, слава богу, я занялся видеоблогингом, немножко начал рассказывать о себе, и тем самым мне было легче себя контролировать, потому что я человек амбициозный, эмоциональный. И я из-за этого не попал в тюрьму, потому что у меня были мысли такие, что лучше попасть быстро в тюрьму, отсидеть и просто чувствовать себя спокойнее, потому что это чувство тревоги, оно очень сильно душило. Тем более после того, когда ко мне пришли, у дочери было день рождения, 6 лет, и увидели, что у меня гости за столом, и они мне дали нарушение, во-первых, выписали, а во-вторых, мне дали 3 суток ареста. Это было уже понятно до конца, что это что-то непонятное. Вот, ну, я думаю, что мы все выдержали, потому что я пойду завтра в контору в эту и буду, получается, спрашивать у них, можно ли мне стать честным человеком или нет, или все-таки вы до чего-то доколупались, понимаете? Так, а еще какое у меня было нарушение? Я могу тоже рассказать об этом, обо всем. У меня решил обрезать эту часть про нарушение, потому что в баню, что-то я подумал немножко и решил, что лучше не бередить эту клаву. Что сказать по тем ребятам, которые конкретно меня курировали, это абсолютно злые люди или ненавидящие, всех вокруг.
на мне кажется, даже самого себя, я не буду называть их фамилии, я не считаю вообще достойным их произносить больше. И хочу от них избавиться вообще и из телефонной книжки, и из памяти своей. Дай Бог с ними больше никогда ни в каких делах не встречаться. Вот. Что я могу сказать еще? Слава Богу, что у меня все обошлось. Слава Богу, с меня спадет этот постоянный эмоциональный стресс. Я для себя выявил массу таких для меня раньше не очень таких естественных, понятных вещей, как что такое свобода. Свобода это что-то такое, что не объяснить. Когда тебе нельзя, например, выйти с дочкой вечером прогуляться, когда ребенок твой 6-летний тебе говорит: папа, пошли со мной покатаемся на роликах, там, или пошли, выйдем прогуляемся, у меня там подружки внизу, а я не могу этого сделать, и мне приходится объяснять, что вот такая вот ситуация, это бьет тоже по... Понимаете, наверное, ничего. Вот. И тоже такой момент, как просто выйти прогуляться вечером даже самому. Или, например, съездить куда-нибудь, тоже опять же с ребенком, потому что у нас с ребенком очень налаженная связь. У нас я думаю, у многих родителей, особенно у отцов, которые очень любят своих детей и не могут без них, у них такая связь, которая грузит немножко, если ты не можешь что-то дать ребенку своему, эта ответственность, она давит очень сильно. Так что, слава Богу, что я могу, буду скоро выходить, прогуливаться. Очень много всего произошло, и если этот ролик выйдет, значит все, слава Богу. Вот, ну и не будем о грустном, я думаю, что все будет, слава Богу. И сегодня я немножко потренируюсь, потому что у меня очень много планов. О планах я буду с вами делиться чуть позже, пока сегодня непонятное такое интервью, я, можно сказать, изливаю свою душу, потому что я получил очень сильнейший такой пинок под задницу от судьбы, но считаю, что человек, который видит во всем плюсы, очень много плюсов произошло за это время. Самое главное, я повзрослел, осознал, что, где и как это нужно ценить и что из этого нужно вывести. Так что сегодня надо потренироваться еще. Следующая уже тренировка у меня будет свободного гражданина, честного, отдавший долг государству, и очень жестокий долг. Я считаю, что это жесточайший тотальный контроль государства, это неправильный курс нашего государства. Вот. И нужно многое менять. Я хочу своим примером показать, что все можно поменять, и нужно стремиться к лучшему. Все, начинаем тренировку. Разминку я вам показывать не буду. Посмотрим, в какой я форме. Я немножко не тренировался, потому что, во-первых, были праздники, Пасха, Радовница, день рождения. Я не мог выходить даже на тренировку, даже в воскресенье не мог выходить на улицу. Красный день календаря, и получается с 8 до 8 я мог только присутствовать на работе. Но зато я думаю, что я многое дал тем детям, которые у меня работали. Сейчас, я думаю, меньше буду им времени посвящать, потому что надо заняться подготовкой на Олимпийские игры. Вот. Все хорошо. Самое главное, чтобы директор нашей спортшколы все-таки, может быть, вы помните, у меня здесь немножко проекты по тренажерам, и они остановились из-за того, что директор пообещал замутить вот эти вот железки, грузы на соседнем заводе, и все это стоит. У меня тренажеры с большего готовы. Даже могу показать. Вот. Один тренажер лежит вон там, один готовый.
и один вон там. Их нужно только покрасить. Так что, все, начинаем тренировку. Думаю, все будет, слава богу. Вы извините за качество, я постоянно сам себя снимаю. Очень сложно снимать, монтировать и, получается, самому позировать. Как говорят на меня, что человек-оркестр. Так что, поехали тренироваться. 6 лет кубки стояли, никому не нужны были, блин. Все, попали. Где кубки? Потерял, прикиньте. Не, ну как он оделся, умылся, душ принял, блядь. Ни разу телефон в руках не подержал, да. Теперь это, стопудово, да. они написали, пишут так, представление, необходимо в школе видео. А нога не встает. Ну просто они свое дело сделали, они к нами пятую не пустили. Да. Вот. Не, надо Он сказал, у нас Майдана не будет, пока я у власти. Пугался бы, как войны не началось. Даже я еще попробую, что говорю. Нашли что-то. Не, ну штук 20. Ну, было, чтобы... Вот они ковырнули, блядь. Было 19, они Новикова из УКБ взяли. А я думал 50. А я тебе не говорю. А с тобой 98 год, пришел по 12 лет. Видите? С кем он зарубался, вот так тоже колотит. Или нос, или они. Я, блядь, упала сразу же, блядь. Зарубались они до Новиков, я не Ну, знаю. что ты мне зачитал? Ну, нос. Не было, я он Новиков. Ну, ты, я допустил, да, блядь, там только сейчас. Шишу, какая, блядь, вот. Ну, вот точно так же толкнул Игорь. Ну что, дорогие друзья, тренировка подошла к концу. Контрольное взвешивание, чтобы вы знали, сколько я вешу, потому что часто задаете этот вопрос. Много слов, мало дела. Взвешивание. «112 750. На данном этапе времени это мой вес. Ну вот и все. К тренировке. Я надеюсь, что вы увидите этот ролик. Дай бог, что все будет нормально, потому что сейчас пойду туда. Всего доброго. Надеюсь, мы еще увидимся в самое ближайшее время. До свидания. We'll be right back.